Как построить отношения, наполненные любовью и доверием? Это один из таких центральных, наверное, запросов к психологу, да, то есть люди могут приходить, клиенты могут приходить с очень разными запросами про отношения, но так или иначе, да, если копнуть глубже, это запрос про то, как же построить, создать отношения, где будет любовь, где будет доверие. И когда мне клиент задает такой вопрос, первое, что я делаю, рекомендую всем психологам делать или для себя делать, если вы такой клиент, да, это прояснить картинку, что для вас лично означает вот это, да, отношение полной любви и доверия. Какая это картинка? Для нас всех это что-то разное. Для кого-то это миллион алых роз, для кого-то это, не знаю, какие-то субботние вечера с любимым под одеялом, да, в обнимку. То есть это что-то свое, да, это какой-то вкус этих отношений, которые знаете только вы, никто другой за вас это не может укусить, да, это яблочко. Для этого хорошо подходит техника, я ее называю техникой видеосъемки, да, это когда вы описываете картинку, ну или ваш клиент описывает картинку как точку из жизни, как фотографию или как небольшое видео, да, несколько секундное, некую сцену из отношений, которая для него является вот такой вот, да, как иллюстрацией отношений, где много любви, много доверия, вот то, что он хочет создать. То есть, почему техника видеосъемки? Потому что я говорю клиентам, вот представьте, что я это могу снять на видео, да, потому что если мы говорим, вот я хочу отношения так, чтобы он любил и ценил меня, да, ну, это невозможно снять на видео. Вот как снять на видео, он любит и ценит меня. Например, для кого-то это, да, он дарит, не знаю, какой-то супер бриллиант, для кого-то что-то еще и так далее. То есть то, что внешнее, то, что можно снять на видео. Вот такую картинку вам нужно в голове у себя создать, да, что для вас отношения полной любви и доверия. Дальше вы задаете себе вопрос, насколько эта картинка для меня, если я оцениваю от минус 10 до плюс 10, где минус 10 это ужас ужасный, а плюс 10 это идеально. Да? Вот где она? И, например, у вас получается, ну, плюс 8, да? И тогда вы задаете вопрос, что еще необходимо добавить в эту картинку, чтобы она стала лучше? И делайте одно изменение, одно добавление, да, например, там, меняете город, где вы живете с мужчиной, да, или ну, с кем вы создаете отношения, женщиной, да, если для мужчин. Меняете, не знаю, его, себя, ну, в общем, вносите одно изменение и дальше описываете опять эту картинку, опять задаете вопрос, насколько она от минус 10 до плюс 10. И так до тех пор, пока у вас картинка не будет на плюс 10. Это очень важно, да, плюс 10. Я много прохожу разных обучений по искусству, ну, по тому, как понимать искусство и так далее. Это ну, очень интересная для меня тема, и она очень сильно мне помогает и в работе психологической, да, потому что это похожие процессы, когда художник или ну, артист любой создает произведение искусства, да, это, ну, он выносит свое внутреннее вовне и через какие-то внешние формы передает вот эту суть. Точно так же мы создаем свою жизнь, да, мы психически вот свою суть передаем через какие-то внешние формы жизни. Один и тот же процесс. И вот сфера искусства, она мне помогает очень хорошо увидеть, ну, как-то новый такой взгляд, да, на психические процессы получить. И на продажу психологических услуг, потому что арт-рынок очень похож на психологический рынок. Ну, в общем, мне там интересно. И к чему я это рассказываю? К тому, что недавно нам преподаватель на одном из курсов дала такое интересное определение красоты, да, потому что искусство, ну, тесно связано с эстетикой, с чем-то красивым, да, и ну, что же такое красота, да, это тоже очень субъективная история, и то, что вам кажется красивым, кому-то другому может казаться некрасивым, и наоборот. И вот как понять, что такое красота? И она привела определение, которое в свое время дал, если я не ошибаюсь, Аристотель, ну, кто-то из Древней Греции точно, и оно простое и гениальное. Он сказал про то, что красивое – это то, что мы воспринимаем таким, куда не хочется ничего добавлять и ничего оттуда убирать. Подумайте, это, ну, действительно, да, вроде она мысль простая, но когда вы начинаете ее крутить в голове, вы понимаете ее гениальность, потому что это правда так. Все, это исчерпывающе, это понятно, да. Вот, не хочется ничего добавлять, ничего убирать. И вот ваша картинка на плюс 10, она должна быть такая. Да? Ничего уже не хочется добавить и ничего не хочется убрать. И вот это
красота для вас, да, красота – это целостность. И дальше вам важно зафиксировать свое состояние, какое состояние у вас вот внутри этой картинки, когда вы проживаете вот такую ситуацию, как вы себя чувствуете, какое внутри состояние. Вот это состояние, оно очень-очень важно. Это ваша центральная суть, это то, с чем вы пришли в этот мир, то, что вы создаете в своей жизни, вы создаете, чтобы вынести это состояние вовне, вот как художник, да, и вот ваше предназначение, вот путь вашей индивидуации, это вот это состояние умножать, это ваша ваша разновидность любви, да, мы говорим, мы все есть любовь, но каждый по-разному это как-то переживает, и разную, вот как разные грани любви. И вот то состояние, которое вы проживаете в этой идеальной для вас картинке, это и есть ваша суть, это и есть та грань любви, которую вы несете в этот мир и которую вы выражаете, которую вы транслируете просто своим присутствием, если вы в хорошем состоянии. И ваша самость, ваша психика, ваше бессознательное, оно ведет вас к этому, да, к еще более полному выражению вот этого состояния. Карл Густав Юнг однажды сказал одну из своих гениальных фраз, у него их много, и он сказал про то, что в какой-то момент я вдруг осознал, что все, что я делал в жизни, все пути, которыми я шел, они вели меня не вперед, а назад, к моему исходному центру. Это правда так, каждый из нас идет не вперед, а назад к своему исходному центру. И вот этот исходный центр, это вот это состояние. Это сильно шире, чем просто про создание, не знаю, хороших отношений с мужем или с женой или с детьми. Это про выражение себя, это про путь индивидуации. Путь индивидуации – это путь, на котором вы развиваетесь самым лучшим для себя образом и при этом самым лучшим образом служите тем системам, которым вы принадлежите. И это состояние для вас как компас. Любое отклонение от него означает, что у вас появился ресурс для роста. Да? Если мы говорим про отношения земные, да, с партнером, с мужем, с женой, понятно, что вы не можете все время быть в этом состоянии. Это мертвые будут отношения. У вас случаются отклонения. И вот эти отклонения, это, знаете, как стрелочка компаса отклоняется, вы понимаете, что здесь? Здесь есть зона для роста, здесь есть зона для расширения. И вы сверяетесь опять с этим состоянием, да? Оно возвращается, значит, все хорошо, да? Урок пройден, вы развиваетесь дальше. Поэтому берите его, фиксируйте и используйте его как ежедневный, ежеминутный инструмент для управления, для своей жизнью, для развития себя, своих отношений, для понимания, на правильном вы пути или что-то идет не так, и нужно, да, что-то осознать, что-то в себе соединить и вернуться, опять почувствовать это состояние. И тогда все хорошо, да, и вы развиваетесь дальше.